Знаете, а в книге все было по-другому. Настолько по-другому, что 23-я серия аниме реинкарнации безработного и 3 главы одноименного ранобэ — это буквально 2 разных произведения. Теперь моя задача на этот ролик — рассказать вам, что такое вырезали из аниме. Но для начала стоит сделать важное замечание про смерть Пола, после которой история и пошла кувырком. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Я расстроен тем, что вы приняли за чистую монету очевидную иронию из прошлого видео. Теперь представьте, что Руди сказать Норн и Айше. Простите, я зазевался, и отцу пришлось умереть из-за меня. Рудиус не зазевался и не затупил. К смерти Паула привела череда событий, и мне стоит рассказать о ней, потому что кто на ютубе, если не я. Итак, Паула рубит предпоследнюю голову Гидре. Руди радуется скорой победе, но не спускает с последней головы свой демонический глаз. Он его в принципе весь бой не выключал, иначе он бы не смог бы так мастерски прижигать шеи. После чего Гидра обрушивает на него уже прижженную шею. Вы сейчас смотрите в монитор. Видите ли вы потолок, который ровно над вами? Вот именно. Никакой демонический глаз не поможет, если удар приходится из слепой зоны. К тому же Гидра до этого всего атаковала только головами. Но тут внезапно решила атаковать другими шеями, по наводке единственной оставшейся головы. Паула, как опытный мечник, видит падающую голову и выталкивает сына. После чего Гидра переходит в берсерк мод и крушит все вокруг себя, не разбирая целей. Руди стоит почти в упор к Гидре и чисто физически не может окинуть своим глазом все конечности, поэтому Паула выпинывает сына из-под удара второй раз. И тут его боевой дух срабатывает против него. Что это такое, в аниме не рассказали до сих пор. У меня есть видео, обязательно его поглядите. Нам же важен факт, что Пауло мечник продвинутого уровня. Он не обучался ни у Гулафариона, ни у Рейды, ни у Калмана, поэтому пользуется боевым духом неосознанно и не умеет включать и выключать его по своему желанию. Обычно при таком пинке пинающий должен отлететь обратно. Третий закон Ньютона, все дела. Однако боевой дух усилил пинок и одновременно погасил отдачу. Поэтому шея Гидры и упала туда, где были ноги Паула. Надеялся при пинке отлететь обратно или не знал он про такую особенность работы, уже не важно. Важно то, что он отчаянно пытался спасти сына, который попал под град ударов, будучи магом без боевого духа. Надеюсь, теперь вам стало ясно, что вины Рудиуса нет, и мы закрыли эту тему. Поэтому возвращаемся к серии. Ну как там в комментариях под новой серией? Негодование моралфагов уже достигло 3-й космической? Шутка в деле. Руди предложил Рокси стать его второй женой. Это же неслыханно. Правда, тут скорее начнется огромный хейт в сторону Рокси, ведь она фактически увела у Сильфи мужа, воспользовавшись положением. Этой серии соответствуют 3,5 главы 12-го тома, с 10 по 13. И серия начинается со сна Руди о своем прошлом. Сам сон не сильно отличается от своей книжной версии, разве что в ранобэ он происходит до того, как Руди узнает, что Зенит потеряла память. После Руди, держа на коленях меч Паула, вспоминает своего отца, и в ранобэ он убивается куда сильнее и дольше. Ему постоянно снятся сны о бое с Гидрой, в которых он вновь и вновь прокручивает произошедшее. Если магия на Гидру не работала, возможно, ему стоило посвятить всю свою жизнь мечу, а не магии. Он тщетно пытается придумать решение уже произошедшему событию, закапывая себя еще глубже в депрессию. Дальше в аниме к нему приходит Рокси, вырезая из новеллы половину главы. В этой половине главы Элина Лис, Гису, Талхант и Рокси сидят в баре и пытаются вместе справиться с гибелью Паула. 3 из 4 уже прожженные авантюристы и быстро справляются с потерей лидера. Пусть даже если ради этого пришлось осушить не один кубок. А Талхант пил вообще как не в себя. Тем не менее, разговор заходит о Руди, который уже несколько дней не ест и лишь понемногу пьет воду. Весь осунулся и исхудал. Компания решает, что скоро он сам отправится вслед за Пауло, если ничего не предпринять. Гису предлагает Элина Лис утешить его, как она обычно это делала с другими авантюристами. Более того, она же обожала помогать мужчинам с разбитым сердцем. Но Лиза резко отказывается от
этого предложения. Рокси не понимает и робко спрашивает, о чем речь. На что эльфийка отвечает, что мужчины эгоистичны. Налей им вина, дай женщину в постель, и скоро они снова почувствуют радость жизни. Кстати, этот разговор у них не в первый раз. Из аниме вырезали их разговор еще на демоническом континенте, где Элина Лис рассказывала Рокси о том, что Зенит захомутала Паула именно через постель. Рокси краснеет от таких подробностей, а Элина Лис еще раз говорит, что не пойдет утешать Рудиуса, потому что его жена — это ее внучка, и у нее ребенок есть вообще-то. Рокси в полном шоке от услышанного, ее сердце разбивается, ведь все это время она флиртовала с замужним человеком. Она заказывает себе самую крепкую выпивку, а тем временем остальная компания, перебрав все варианты женщин вплоть до Лилии, сходится на том, что Руди, может быть, выкарабкается как-нибудь сам. Если быть честным, в реальности это был вполне ходовой и рабочий метод лечения душевных травм у солдат и наемников, известный еще с незапамятных времен. А за армиями кондотьеров и ланскнехтов всегда шел многочисленный обоз, в котором всегда было много женщин самых разных профессий. Так что тут реализм во все поля. И после обсуждения Рокси идет к Рудиусу, для себя решив, что один раз в чрезвычайной ситуации не считается. Рокси сначала пытается утешить словами, но Руди взрывается криком после ее неуклюжих слов. А затем он фактически признается в том, что начал жить заново, при этом сделав точно такую же ошибку, как и в прошлом. Именно в этом и кроется корень его страданий. Он чрезвычайно болезненно реагирует на все, что напоминает ему о жизни на Земле. В новелле же Руди пересказывает обе своих жизни, завуалировав это тем, что говорит не про себя, а про другого человека. Глупая отмазка. В аниме это сделано элегантнее. В общем, дело идет к тому самому. И здесь кроется то, из-за чего два произведения теперь выглядят абсолютно по-разному. В аниме Рокси тянет Руди, и тот падает на кровать. Вроде бы логично. Она инициатор, и нам показывают ее решимость. Вот только в новелле это Руди толкнул ее на кровать. Причем подчеркивается, что всю ночь он был очень груб с ней. А первая мысль на утро: блин, и как же мне теперь все объяснять Сильфи? Тем не менее, утром в аниме Рокси, как и в детстве, дает Рудиусу цель — вернуться обратно к семье, в Шарию. Утренний разговор, как и разговор с Лилией, не претерпел больших изменений. Зато я горд анонсировать вам мой Magnum Opus, лучшее видео, которое я только делал. Это четкий таймлайн событий от начала времен и до перерождения Руди. 100 тысяч лет истории и 3 человека демонических мировых войны. Все это должны были рассказывать в первом сезоне, но вырезали. Кроме того, по этим событиям нет никаких иллюстраций, поэтому мне пришлось применить всю мощь нейросетей. Огромное количество сил было вложено в этот документальный фильм, в котором есть бесспойлерная легенда и то, что было на самом деле. Видео можно посмотреть в раннем доступе на моем Бусти. На ютубе же он появится через некоторое время. Сейчас отличный момент, чтобы поддержать то, что я делаю, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. И да, нам все еще не показали лут с Гидры. В новелле же про него не забыли. После возвращения в Лапан Гисус нарядил отряд приключенцев, и они вынесли все, что осталось от Гидры и ее сокровищ. Среди них было множество магических колец и аксессуаров. Просто магические камни, а еще они отодрали чешуйки, которые на поверку оказались тоже камнями, только антимагическими. Большую часть сокровищ продали прямо в Лапане, остальное решили приберечь для продажи в Шарии. Руди разозлился на меркантильного Гису за это, но потом быстро остыл. Дележ добычи также произошел без участия Рудиуса. Ему досталась его доля, доля погибшего Паула, и половина доли досталась от Талханда, который объяснил это тем, что был совсем бесполезен. Вера и Шера отдали по половине своих долей Лилии, а она собрала все деньги и решила отдать все
Рудиусу. Собственно, в телеге, помимо Лилии и Зенит, лежат мешочки с сокровищами, но в аниме почему-то это не показали. Само путешествие по пустыне в аниме удивительно, но не скипнули, показав нам рапторов и очень убогую анимацию магии. Правда, там не было ни гигантских червей, ни нападения суккубов, но спасибо, что вообще что-то показали, с учетом всей вырезни. Итак, отряд отправляется назад, в лес неподалеку от Шарии, а вечером происходит разговор Элина Лис и Рудиуса у костра. Он идет почти точно по новелле и снова с одним изменением, который переворачивает всю историю. После всех увещеваний Элина Лис Руди колеблется, поэтому в новелле она говорит о том, что Рокси скорее всего беременна, и Рудиусу как бы придется брать на себя ответственность, после чего она зовет Рокси из палатки, и Руди признается в том, что любит маленькую демоницу и готов взять ее в жены. Понятное дело, Элина Лис наглым образом соврала, и это вскроется через некоторое время. В аниме же никакого блефа про беременность не было. И в целом Руди в этой сцене выглядит большим паинькой. Зато добавили фразу о том, что он все-таки сын своего отца. Что, в принципе, неплохая находка. В целом в серии много чего вырезано по тексту. Некоторые куски диалогов перемещены во времени, но это не главное. Главное — настрой, который идет через всю серию. В новелле депрессия Рудиуса после смерти Паула показана значительно сильнее. Он грызет себя за свою слабость. А тем временем Рокси решает для себя, что готова помочь Рудиусу. После разговора в комнате тот бросает ее на кровать, а потом еще долго мучается своему внезапному порыву. Его уламывают на многоженство куда сильнее. Лиза обманом заставляет сделать предложение руки и сердца. В аниме же Рудиус совершенно иной. Куда слабее показана его депрессия, а Рокси выглядит натуральной искусительницей, которая ради своей любви, даже зная, что Руди женат, подводит того под измену. Для аниме-онли зрителя абсолютно непонятна ее логика. Получается, она сначала берет Рудиуса почти что силой и лишь через несколько дней признается в любви ночью в пустыне? Что? Очень не хватает сцены в баре, где компания решала, что делать с Рудиусовой депрессией. Рокси с Руди сводила судьба еще с первых серий. Надо быть слепым, чтобы этого не понять. Однако, если не читать ранобэ, серия оставит лишь кучу вопросов. Не знаю, как вам, а мне лично заметен резкий переход от сверхкрутой предыдущей серии к этой. Будто бы профессиональный водитель взял порулить пару минут автомобиль, заложил крутой вираж и снова отдал руль водителю трамвая. Много статичных планов в диалогах. И снова провал по графике. Есть несколько катов с новым дизайном, и он выглядит отлично, но это лишь пара катов. Тем не менее, ждем экранизацию следующей главы ранобэ под названием «Резня». И это не спойлер. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока. Кстати, его зовут Джира.